Всем привет! В этом мега-видео, мега-гайде я расскажу, как победить первого босса в Lords of the Fallen, Пиету, Деву Блаженного Восстановления. Испытать трудности и застрять на Пиете может любой игрок, даже прожженный соус-лайкер. Многие игроки выражали свое негодование, что разработчики сделали первого босса слишком сложным, некоторые даже после 30 попыток терпели неудачу. Основная хитрость победы над Пиетой заключается в парировании ее атак, нужно четко соблюдать тайминги, а также нужно вовремя уклоняться от ее атак. Множественные успешные парирования атак Пиеты со временем приведут ее в состояние оглушения, в котором ей можно нанести максимальный урон. Перед битвой с Пиетой просто необходимо сделать прокачку живучести хотя бы до 25 уровня, чтобы запас здоровья был выше 550 и ловкости 12 уровня. Пиета в основном атакует сиянием, то есть священным оружием, поэтому также можно экипировать максимальный обвес брони, который защищает от сияния. Слабые места Пиеты — это восприимчивость к огню, то есть к инфернальному урону, а также к истощению. Чтобы понять, какие предметы и заклинания лучше всего работают против Пиеты, запомните две ее уязвимости. Ангелоподобная сущность Пиета слаба к атакам огня и увядания, то есть истощения, получая значительно больше урона от обоих типов на обеих фазах. Соли огня и истощения — расходные предметы в Lords of the Fallen, они будут наносить оба типа урона и являются отличными инструментами для борьбы с Пиетой. Поэтому я крайне рекомендую вам вооружиться двумя топорами Кровавого Мучителя, которые с вероятностью 60% могут вызвать горение. Пиета имеет несколько фаз в процессе боя. Первая фаза представляет из себя обычные атаки Пиеты мечом с разворота и не только. Вообще существует 4 типа атаки в первой фазе, и давайте посмотрим на каждый из типов атак, которые может наносить Пиета. Я подготовил для вас нарезки всех ударов, которые она может наносить. Рассмотрим атаку Пиеты, которая называется удар мечом. Здесь мы видим, что она наносит 2 удара с разворота и затем останавливается. Но бывает, что она также и наносит еще 3-й удар с разворота. И надо при этом, чтобы победить эти удары, блокировать физический удар и уклоняться в сторону, чтобы избежать урона. Будем пытаться блокировать первую атаку ее. Отлично. Это вторая атака. Третья атака. Атаковать нас. Раз. Два. Раз. Два. В стан ввели. Раз. Следующий тип удара — это прыжковый удар. Пиета взмывает ввысь и наносит сверху удар мечом об землю, и при этом вокруг нее все взрывается. Чтобы вам не нанесли урон, вам нужно уклоняться от этой атаки в сторону. После этого Пиета может также воткнуть меч в землю повторно и также нанести урон по области вокруг себя. Надо быть к этому готовым и не приближаться слишком близко. Следующий тип удара — это протыкание земли. Пиета вонзает меч в землю, и вокруг той области, куда она его вонзает, происходит взрыв священной энергии. Нужно просто быть готовым и отскакивать от такого типа удара. Следующий тип атаки — это священный луч. Пиета поднимает меч над головой и производит заряженную атаку с помощью выстрела, с помощью святого луча. Нужно просто уклоняться в таком случае. Нужно избегать нахождения вблизи линии, которая образуется лучом. Давайте рассмотрим теперь типы атак, которые наносит Пиета во второй фазе. Когда вы уничтожаете около 30% запаса здоровья Пиеты, то начинается ее вторая фаза, в которой вам придется проявить терпение и держаться подальше от гораздо более мощных атак с зоной поражения АОЕ. И в этой фазе к Пиете гораздо труднее подобраться, поскольку ее атаки охватывают большую часть арены, и новые вариации атак также добавляются те же самые атаки, которые есть в фазе первой, только они наносят гораздо более высокий урон и обретают дополнительные свойства, благодаря которым их трудно предугадать. Атака называется линия мечей, когда Пиета отлетает в другую сторону карты и начинает полет вперед, после чего с неба сыпятся священные мечи. Нужно просто
уклоняться от этой атаки и находиться не по центру, а где-то сбоку. В основном в этой атаке Пиета атакует только по центру. Следующий тип атаки — это рассечение в воздухе. Пиета, находясь в воздухе, начинает атаковать 2 раза мечом, причем с разворота. Нужно пытаться блокировать урон, соблюдая тайминги, и точно попадать в тайминги, чтобы поразить ее и ввести в стан. Следующий тип атаки — это захват. Пиета, находясь на расстоянии, резко подлетает к вам и пытается вас захватить, после чего она может проткнуть вас мечом, поэтому нужно как можно больше избегать и уклоняться этого типа атаки, потому что он наносит очень большой урон. Следующий тип атаки — это дайвинг свинг, когда Пиета с разворота обрушивает свою атаку с воздуха на землю, и после удара расходится по области священный урон. Нужно тоже уклоняться от такого типа атаки. Следующий тип атаки — это вызов 2 фантомов, 2 спектров, которые повторяют движение Пиеты, когда она находится вдали, и начинают свое резкое движение по горизонтали в вашу сторону и оставляют за собой также священные мечи. И обычно эта атака происходит с 2 сторон, но бывают случаи, что также эти фантомы могут атаковать не только с 2 сторон карты, но и, например, 2 фантома могут провести атаку чуть-чуть справа от центра. Так что надо быть готовым к различным исходам. Не обязательно, что эта атака будет происходить каждый раз по бокам карты. Следующий тип атаки — это преследующие мечи. Почему они преследующие? Потому что Пиета поднимает 2 меча, создает 2 священных меча, которые впускает в землю, и затем они вас начинают преследовать под землей, и нужно уклоняться от такого типа атак. Причем она может производить эту атаку как на удаленном расстоянии от вас, так и на близком расстоянии. Надо быть готовым ко всему. Следующий тип атаки — это двойник-призрак. Пиета вызывает двойника спектра, который наносит удар в ближнем бою по вашему персонажу, чтобы сбить вас с толку. При этом нужно предвидеть действие спектра и блокировать или уклоняться от физического удара. После того, как спектр завершает атаку, Пиета также может начать захват ни с того ни с сего. Так что нужно быть очень осторожным и не вестись на провокации Пиеты. Следующий тип атаки — это Святой Луч, но это уже более серьезный тип атаки, который наносит гораздо больше урона, и также нужно от него уклоняться, стараться, чтобы по вам он не попадал ни в коем случае. И еще один тип атаки — это Святой Луч Призраков, когда Пиета спавнит 2 их спектров, и они начинают атаковать с 2 сторон святыми лазерными лучами. Нужно тоже уклоняться и не попадать под этот тип атак. В общем-то, вот такие типы атак мы рассмотрели, и сейчас я вам покажу таблицы всех типов атак. Надеюсь, вам эти таблицы пригодятся, потому что в эти таблицы я собрал как можно больше сведений по детализации этих атак и как их блокировать, как их избежать. И в этом видео я постарался вам рассказать как можно больше всяких деталей в битве с Пиетой. Надеюсь, вам поможет мое руководство пройти этого сильного босса. Это первый сильный босс, который встречается в игре, который вводит многих в ступор, и многие из-за этого просто завершают игру. Но этого делать не нужно, а нужно прокачивать свою живучесть и также ловкость. И после этого пытаться сражаться с Пиетой, учитывая все виды атак и применяя различные способы блокирования атак, и вводить ее как можно больше в состояние оглушения после нескольких успешных парирований. А теперь давайте посмотрим, как же я сам сражался с Пиетой, и после 30-го раза все-таки мне удалось ее одолеть. О, святой Ориус, твоим сиянием дай мне силы и дальше выносить эти темные дни, открыть путь к спасению для моих заблудших братьев и сестер, чтобы мы шли вместе бок о бок и уничтожить всех, кто собирается бросить нам вызов.
Несмотря на наши бесконечные страдания, я соблюдала обет терпения, который дала дознавателю. А теперь ты стоишь передо мной, какой-то незнакомец, и несешь с собой то, на что не имеешь права. Воплощенная измена. И я не могу с этим мириться. Да, надо здесь уворачиваться, когда идет атака по земле. Именно в тот момент, когда она достигает твоих ног примерно. Если же уворачиваться раньше, то есть шанс, что не проканает. Ох. Еще раз атакует. Вот это было неожиданно. Давай еще раз встань. Теперь ангел впускает. Да блин. Пытался меня захватить. Какая у тебя, кстати, Константин, видеокарта, если не секрет? Ох, блин. Мечи, 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 мечи. Отлично, встану я. Еще чуть-чуть. Прям по мозгам ей. Мечи. Маленький остров. Эх. А у нас еще вторая попытка осталась. Еще раз она атакует. И опять улетает, а? О, ничего себе, я победил. Класс. Вау. Надеюсь, у меня сохранение не покоцается. Что это за анимация такая? Как будто дерьмо какое-то течет из труб. Канализационных. Что за трэш? 15 FPS. Это субстанция какая-то, сейчас из нее что-то воплотится в жизнь.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Я буду также выпускать другие видео по тому, как побеждать боссов Lords of the Fallen. Всем хорошего дня, всем пока.